Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Чем дольше живу, тем больше понимаю. Меня деньги не волнуют. Они меня успокаивают. А пока их нет, наводим порядок. Перебираем, пересматриваем образцы мебельной ткани. У меня получились кусочки шириной 10 сантиметров. Сегодня поработаем со светлыми бежевыми лоскутками. Для начала сошьем их вместе, соединим короткими сторонами в длинные ленты. Складываем их попарно, темные, светлые. Шьем сразу весь массив заготовок гирляндой, нитки не обрываем. Строчку делаем крепкой, закрепки обязательны. У нас в работе плотные мебельные ткани. Они упругие, поэтому их лучше прижать сверху машинной строчкой. Отшитые детали разворачиваем, припуски расправляем на две стороны, а потом прошиваем. Сначала с одной стороны, а потом прошиваем с другой. Таким способом мы продолжаем работать дальше. Собираем длинные ленты. Дальше просматриваем заготовки, примеряем, как их будет лучше расположить. А уже после этого сшиваем длинные лоскутные ленты в одно большое полотно. По нашему замыслу у нас кирпичная кладка, как за каменной стеной. Стараемся детали располагать так, чтобы швы, стыковки были в разных местах. Когда все прошили, тщательно выравниваем края и отрезаем лишнюю ткань. У меня получилось полотно размером 140 на 60 сантиметров. В принципе, из этого уже можно сделать небольшую накидку, на любимое кресло или на сиденье в машину. Но мне очень понравилось это полотно. Хочется его еще увеличить. Тем более, что еще остались образцы мебельной ткани. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивей и интереснее, чем у меня. А свои результаты вы можете показать в наших группах ВКонтакте, Одноклассниках. Напоминаю, что полное собрание моих видео вы можете посмотреть на Дзен. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!